Всем привет! Сегодня будет немножко необычного формата видео, оно будет более разговорное. И в данном видео я хотела бы рассказать о своем новом хобби и также познакомить вас с корейской культурой. Примерно 1,5 месяца я хожу на уроки рисования Минхва. Занимаюсь я в Старой Global Village Center. О данном центре я упоминала в одном из прошлых видео, когда ходила, делала лампу в стиле ханджи. Если кратко, то Global Village — это центр помощи экспатам, и также он предоставляет различные культурные уроки. Так вот, когда в феврале я еще увидела уроки рисования Минхва, мне стало безумно интересно, что это такое. Я начала искать информацию, мне понравилось, и я тогда попыталась записаться, но в связи с короной места были ограничены, и только вот сейчас я смогла уже попасть на уроки. Итак, что же такое Минхва? Минхва — это корейское народное искусство, которое было популярно с 17 по 19 века. Минхва представляет собой ярко-красочную картину. Примерно до середины правления династии Чосон картины Минхва раскрашивались придворными художниками, и они висели во дворце. Однако в связи с культурными изменениями в поздней династии Чосон искусство Минхва приобрело ту самую форму, которую мы знаем сейчас. Это произошло примерно в 17 веке. В то время художники переняли традиции рисования, но при этом добавили что-то свое. Так как художники были из низшего или среднего класса, то картины были не настолько идеальны, как они были нарисованы, например, придворными художниками. Но тем самым это послужило распространению народному искусству. Анонимные художники путешествовали от фестиваля к фестивалю и рисовали свои картины на заказ. Тем самым простые люди смогли повесить картины для украшения в своих домах. В то время как картины Минхва грубо нарисованы, но их яркие цвета, необычная композиция, какие-то гипертрофированные объекты на картине, а также юмор и сатира, это все придает особый шарм искусству Минхва и также отражает повседневную жизнь и философию жителей Кореи. Различают несколько видов искусства Минхва. Я опущу картинку на экране. Характерные картины, которые рисуются в стиле Минхва, это картины, где изображен тигр, различные цветы и насекомые, также китайские иероглифы, совмещенные с изображениями животных, различные животные, также символы долголетия, что очень интересно, изображение книг и также картины цветов и птиц. Как я упоминала ранее, одной из популярных видов картин является картина, где нарисован тигр и сорока. И как вы можете видеть на экране, тигр обычно рисуется очень-очень смешным. Данная картина является сатирой на правительство. Тем самым тигр отображает правительство, а сорока отображает простых людей. Также популярны картины с изображением пиона. Пион называют король цветов, и в корейской культуре он имеет смысл процветания и богатства. И наши первые уроки по рисованию Минхва мы начали с картин тигра и пиона. Дальше я покажу кусочки видео с классов, где более подробно расскажу, как именно рисуются сами картины. Надеюсь, будет интересно. В классе есть все необходимое для урока, начиная от баночки для воды, различные кисточки, емкости, где нужно смешивать пигмент, также сами пигменты, это то есть краски. Наш небольшой класс. И когда только приходишь, нужно расстелить
что-то наподобие скатерти, чтобы защитить стол от красок. Как вы можете заметить, цвет бумаги немножечко изменился. Для того, чтобы черные чернила не смешивались с другими цветами, учитель нанес специальный слой покрытия. Сегодня очень интересный урок. Мы с преподавателем приехали на улицу Инсадон. Это самая популярная улица в Сеуле. Приехали мы сюда с целью для того, чтобы преподаватель нам показал, какие пигменты, кисточки, в каких магазинах мы все это можем приобрести, если мы хотим дальше продолжать заниматься минхвой уже дома самостоятельно. Еще один магазин, который нам посоветовал преподаватель. Здесь даже есть такие вот блокнотики, и они составлены из бумаги ханджи. Даже можно использовать для рисования. Также здесь есть такие вот трафареты, где уже нанесен рисунок на веер, и можно просто купить такой веер, краски и самому раскрашивать. Очень удобно. И вы только посмотрите на разнообразие пигментов.
Если до этого в другом магазине мы видели, пигменты были упакованы в пластиковые бутылочки, то здесь другая упаковка. И вторая часть нашего урока. Мы идем рисовать. Сюда можно прийти на также разные воркшопы. Например, сделать веер. Очень много разных вариантов. В данном музее проводят много различных воркшопов. Как я показывала в брошюре, можно сделать веер, либо разукрасить тумблер. Поэтому, если у вас будет время и интерес, то обязательно сюда придите. Это будет очень незабываемый опыт и очень классный сувенир, который что вы сделали его своими руками. Таким образом, искусство Минхо является бесценной частью культурного наследия Кореи, и тем самым гораздо интереснее присутствовать на уроке, представляя, что ты рисуешь той самой технике, как рисовали в 17 веке. Я еще только-только учусь, у меня не все получается, техника градиента мне дается трудно, но я надеюсь, что с каждым новым уроком у меня все получится. Ну а на этом я закончу данное видео. Надеюсь, вам было интересно узнать о таком искусстве, как Минхва. Когда будете в Корее, сходите на мастер-класс. На самом деле, раскрасить небольшую картину — это не так трудно, но это просто незабываемый и бесценный опыт. Ну что ж, спасибо за просмотр и всем приятного аппетита!